Приветствую уважаемых подписчиков и гостей нашего канала. Перед просмотром ставьте лайк, подписывайтесь на канал и не забывайте нажимать на колокольчик. 50-летний уроженец Туркменистана Батыр Бекмурадов известен в криминальном мире по кличке Бек. Он был профессиональным военным, служил в горячих точках, строил политическую карьеру, пытался заниматься бизнесом. В конечном итоге судьба связала его с лидером крупного мафиозного клана Захарием Калашовым, которого оперативники и криминальный мир знают как Шакра Молодого. Чем он занимался у влиятельного вора в законе? На днях ФСБ просила Лефортовский райсуд Москвы продлить арест Батыра Бекмурадова, криминального авторитета, который считается главой службы безопасности и командиром боевого отряда Шакра Молодого. Сейчас он стал фигурантом дела о похищении на Рублевском шоссе в Москве бизнесмена с американским гражданством Бориса Минахи. Борис Минахи – крупный российско-американский бизнесмен. Когда-то вместе со своим другом детства, Давидом Якобашвили, он вложился в акции Ейского портового элеватора. Затем у партнеров возникли разногласия, которые решались в духе второсортных боевиков. В июне 2017 года на Минахи было совершено нападение, машину предпринимателя разбили битами крепкие молодые люди. Затем они надели на Минахи наручники и отвезли в коттедж на Рублевском шоссе, где несколько часов угрожали, показывая фото жены и двух сыновей. Вымогатели требовали деньги и акции. Бизнесмен сообщил им, что сможет решить вопрос только на свободе, гангстеры ему поверили и отпустили. Минахи спешно улетел в США, откуда продолжает вести тяжбу с Якобашвили. По версии следствия, за похищением стояли Бекмурадов и его подчиненные. Сам он свою вину отрицает, признавая частично самоуправство. Дескать, он лишь оказывал коллекторские услуги и стал жертвой обстоятельств. Бекмурадова арестовали в 2016 году во время операции по разгрому группировки, которая, по оперативным данным, под вывеской частной охранной организации занималась вымогательством и обеспечивала безопасность Шакра Молодого. Поводом послужила знаменитая перестрелка на Рочдельской улице в Москве в декабре 2015 года, в результате которой 2 человека были убиты и 8 ранены. По версии следствия, частная охранная организация была лишь юридическим прикрытием, позволявшим людям Шакра Молодого иметь боевое оружие. По версии следствия, Бекмурадов был фактическим руководителем защитника, а формальным – некий Александр Крюков. В группировке Шакра Молодого Бек занимался кадрами, безопасностью и обеспечением бойцов всем необходимым. Бекмурадов родился в сентябре 1970 года в туркменском городе Черджоу. В 1991 году он окончил Рязанское воздушно-десантное училище и был распределен в 218-й отдельный батальон специального назначения. В России Бекмурадов работал кадровым военным и выполнял боевые задания в Приднестровье, Абхазии и Югославии. Его имя впервые оказалось на слуху в 2008 году, когда Бекмурадов стал советником главы Озерского района Подмосковья Анатолия Почукаева. Майор также был председателем правления Озерского отделения Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», руководил военно-патриотическим клубом «Патриот». Спецназовец даже возглавлял местное отделение партии «Справедливая Россия», получал благодарность от ее лидера Сергея Миронова. Через какое-то время Бекмурадов ушел в отставку. Майор утверждал, что, мол, на посту советника стал популярнее своего босса. В марте 2009-го десантник сам заявился кандидатом на выборах главы Озерского района, но проиграл, набрав всего 500 голосов. Потерпев неудачу в политике, Бекмурадов занялся бизнесом. Он решил построить кафе японской кухни Тадаяма в подмосковном Видном. Однако и тут не заладилось, местные жители взбунтовались из-за вырубки деревьев под стройплощадку. С 2008 года Бек мог руководить золотодобывающей компанией «Бамская», зарегистрированной в Нерюнгри в доме номер 9 на проспекте Дружбы народов. По крайней мере, у десантника и директора горнодобывающей фирмы полностью совпадают фамилия, имя, отчество и идентификационный номер налогоплательщика. Бамское – золотодобывающее предприятие, созданное в 1996 году. С ним связана крупная артель старателей «Новая», которая по лицензии Роснедр и Якутнедр занимается разведкой и добычей драгметаллов, золота, серебра и металлов платиновой группы. Совокупная выручка компании в лучшие годы составляла около 1,5 миллиарда рублей. Бамская и Новая зарегистрированы по одному адресу с одним номером офиса.
Руководителем обеих организаций числился некий Анатолий Тарновский. С марта 2008 по 2011 год руководителем Бамской был Бекмурадов. Судя по данным Spark, выручка фирмы в те времена достигала почти 400 миллионов рублей в год. По данным СМИ, еще на посту советника главы Озерского района Бек занимался сомнительными делами, якобы обложил данью местных бизнесменов. Постепенно Бекмурадов начал оказывать коллекторские и охранные услуги. Судьба свела его с главой крупного мафиозного клана Шакра Молодым, которого, как говорят знающие люди, майор якобы ласково называл дядей. На тот момент Бекмурадову принадлежала ЧОП-союз десантников. Бекмурадов подходил к делу основательно, что его изгубило. Как выяснилось, он записывал все свои разговоры с разными людьми. Это стало настоящей удачей для следователей и оперативников по сбору доказательной базы. На одной из аудиозаписей Бек обсуждал ситуацию вокруг ресторана Elements на Рочдельской улице в Москве с Фатимой Мисиковой. Это столичный дизайнер и предпринимательница, из-за которой произошла печально знаменитая перестрелка. В какой-то момент мужчина произнес: «Я ушел в криминальную сферу и качаюсь оттуда». Напомним, что владелица Elements Жанна Ким познакомилась с дизайнером Фатимой Мисиковой. Бизнесвумен попросила ее создать с нуля интерьеры своего заведения. Когда работы в ресторане были завершены, Ким заявила Мисиковой, что она ожидала увидеть другой результат, поэтому расторгает договор. Как посчитало следствие, Ким к этому моменту уже выплатила дизайнеру 600 тысяч евро. Однако Мисикову такая сумма не устроила, и она обратилась к своему знакомому, Захарию Калашову, чтобы тот помог ей выбить остальное. Вскоре Ким позвонил неизвестный мужчина, представился юристом и предложил уладить конфликт. Уже на следующий день в ресторан Elements приехала группа крепких ребят из ЧО «Защитник» во главе с криминальным авторитетом Андреем Кочуйковым по кличке Итальянец, правой рукой Шакра Молодого. Он потребовал от бизнесвумен вернуть ему 9 миллионов рублей или переписать ресторан на него. Ким, в свою очередь, вызвала адвоката Эдуарда Буданцева, бывшего офицера РУОП. Буданцев приехал со своей группой поддержки. Мирного разговора не получилось, стороны достали оружие и начали палить друг в друга. В итоге Буданцев убил 2 человек, итальянца и еще 5 ранил. Бек стал обвиняемым по 2 эпизодам вымогательства. В первом случае это была ситуация вокруг ресторана Elements и его хозяйки Жанны Ким. Во втором эпизоде шла речь о требовании 10 миллионов рублей у бизнесмена Льва Гарамова. Его навестили крепкие ребята из «Защитника», после чего оперативники ФСБ задержали самих вымогателей и их руководителей, экс-сотрудника Федеральной службы охраны Александра Голубева и Бекмурадова. Суд признал бывшего десантника виновным и приговорил его почти к 9 годам заключения. Теперь его ждет новый суд. По статье 126 Уголовный кодекс «Похищение человека» ему грозит до 15 лет колонии.